Это одна из почтовых станций на пути из Петербурга в Москву. Это такие здания, где содержали разгонных ямских лошадей. Там было место для отдыха ямщиков, а также постоялые дворы и конюшни. Повесть «Станционный смотритель» Александра Сергеевича Пушкина как раз посвящена одному из сотрудников таких станций. Что тут, как думаешь, было? Конюшня? Конюшня. А слева? Слева, не знаю. Типа гостиница. Гостишечка. Угощения, да, всякие. Угощения. Кто тут самый, Миша, известный-то? Здесь были Пушкин, Радищев. Все здесь останавливались. Ели, пили. Отдыхали. Ну, пойдемте посмотрим, что там дальше. Ну что, как думаешь, полезем внутрь? Я другое хотел сказать. Ну ладно, говори, давай. Особенно на фоне таких рисунков это стоит делать. Ну ладно, что ты хотел сказать, давай. Ничего, внутреннее убранство, гостиница, да, какой-нибудь там. Внутреннее убранство. Столовая была, что-то еще. Ну-ка, подержи-ка рюкзачок, я хочу проверить. Ну что, я, конечно, не Пушкин, но тоже хочу быть гостем. Привет! На постоялый двор. Ну что, темновато тут. Может быть, сейчас и современных гостей, типа бомжей, найдем. Ну, даже, честно говоря, не могу представить, как тут все было. Ну, допустим, вот это был там, условно, обеденный зал, да, ресторан. Но тут просто, типа, как ты думаешь, вот это вот помещение? Просто какие-нибудь диванчики. Да, правильно, гостиная, я тоже так подумал. Здание качественное, толстые кирпичи, толстые стены. Тут даже вон гвозди напороться можно. Тут надо смотреть, вон. Аккуратнее лазьте, если. Вон. Да уж. Распороться тут 5 секунд. Миш, ты стихотворение не помнишь? Вот ты мне сейчас рассказывал. Нет, наизусть не помню, но там суть такая, что здесь проезжал Пушкин, он здесь ел уху с перчиком и с лучком и пил шабли. Здесь, конечно, условий для этого уже нету, ни для ухи, ни для шабли. Здорово. Да, здравствуйте. Че, как спалось? Я хорошо спал. А мы где вообще? Мы заехали в Новгородскую область. Проехали не особо много. И встали у Игнач-Креста. Место, где отступил хан Батый. И пошел назад. А Джон тут ему какие-то мысли хорошие пришли? Может быть, да, предчувствие было плохое перед Новгородом. Вот у нас виды из окна вот такие. Ночевали на старой Ежелбицкой дороге у места Игнач-Крест. А тут мы встали. Вчера уже темно было. Лес приятный, место облагороженное. Обычно мы таких избегаем, потому что тут
народ бывает. Но вчера не было тут никого. Даже есть вон беседка. Сейчас посмотрим, что делает партнер. И да, на монтаже я сам испугался своей физиономии. Видимо, вчера как Пушкин бахнул шабли. Всем привет. Мы проснулись, сосновый бор какой-то в Новгородской области. Исторически там значимая местность. Ну, в общем, все. На самом деле не факт. Былины часто врут. Считается, что тут хан Батый взял и почему-то повернул обратно. А почему, никто не знает. И почему в этом месте. Короче, никто ничего не знает. Но былина есть былина, летопись есть летопись. Кто-то приврал, кто-то не приврал. Старый тракт Новгородской области. Так сказать, пробы пера. Молодежь вот начала сразу гуглить. Между тем, как в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору, близ Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена, до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми воном прорицаниями. Для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь. Вот смотри, там еще эти фрески остались, стираются. Раньше, как сказал мой партнер, тут было капище древнее. Как, Миша, называлось? Холмоград город. Холмоград. И тут язычники плясали, трали-вали. Потом построили церковь. Вероисповедание сменилось на более цивилизованное. А теперь возвращаемся к истокам, видимо. Тоже опять капище открыли. Оказывается, тут имеется еще и вход в колокольню. Ну, надо посмотреть, что там.
ты, нифига себе. Ну чё, вроде забрались, да? Ага. Поднялся по лестнице старой на первый ярус колокольни. Выше нельзя, к сожалению, но и этого вполне достаточно, чтобы понять, ловить место и все остальное. Едем в Новгород. Поперли. Миша, а тут говорят, в этом паровозе какой-то пассажир ездит, да? Да. Может, покажем его? Сейчас я его покажу. Видно вам или нет, дорогие телезрители? Мишань, хотел спросить, а он как, заплатил или зайцем, как обычно? Ну, вопрос, но думаю, в этот раз заплатил все-таки. Ты спроси, как ему там живется в коммунистическом будущем. Говорит, неплохо. Паровоз находится около завода самого большого производителя удобрений в России, фирмы Акрон. Николо-Вяжичский монастырь. Основан еще в XIV веке, но большинство построек тут это 17 век. На самом деле несложно догадаться, каких годов большинство зданий. 2 собора, переход между ними и трапезная с колокольней рядом с одним из них. Это как раз таки типично для 17 столетия. Тут мы видим современный мост. Ну что, современный мост я уже показал. Да, здесь трасса М10. Вот эти бездушные колонны бетонные стоят.
Вот. А если чуть-чуть взять правее, то виден 18 век. Интересно, почему они старые оставили? Как архитектуру? Вряд ли. Хотя, может быть, не стали уничтожать.